Ребята, всем привет! Я рад видеть вас на своем канале, и я дальше продолжаю рассказывать вам секреты успешной фотографии. Подписывайтесь и полетели! И для сегодняшней съемки мы идем в гости к нашим друзьям, где выбираем платье. На этот раз я решил выбрать нестандартное, но очень интересное платье. Посмотрим, что с этого получится. Съемка должна была проходить на улице, но так как нас подвела погода, мы отправляемся в мой любимый ресторанчик. Света в ресторане для нашей съемки более чем предостаточно, даже несмотря на хмурую погоду. Потому, не теряя времени, мы сразу приступаем к съемке. В этот раз я решил немножко проэкспериментировать и сделать несколько фотографий сверху. Усадив невесту на пол, мы с ассистентом раскладываем платье, чтобы подчеркнуть всю его красоту. Забравшись на самую высокую точку, мы делаем несколько кадров и в результате получаем вот такую фотографию. Не меняя локацию и позу модели, мы быстренько пытаемся сделать еще несколько портретных снимков при помощи длиннофокусного объектива. В моем случае это Nikkor 80-200, и стараюсь фотографировать всегда на максимально длинном фокусном расстоянии, что позволяет мне получить красивый размытый задний фон и такую, скажем, киношную картинку. Сделав несколько общеплановых фотографий, мы переходим к моему любимому, к портрету. Как я уже говорил в прошлом видео, а кто его не видел, зайдите, посмотрите, ссылочка будет здесь. Я предпочитаю и люблю фотографировать с теневой стороны. Это даст вам возможность сделать объемную, красивую фотографию с нотками драмы. Чтобы получить красивый светотеневой рисунок, моя рекомендация ставить модель под 45 или 90 градусов от источника света. Если где-нибудь в интерьере я вижу красивые подсветки или красивые дополнительные источники света, обязательно их включаю, потому что благодаря им мы сможем отделить невесту от фона, придав этому объем фотографии. Сделав основные фотографии на данной локации, оставляем несколько минут для того, чтобы невеста попозировала так, как хочет она. Тем самым, возможно, мы раскроем ее потенциал. На следующей локации я вам покажу два варианта возможного развития событий одной и той же фотографии. Одну фотографию мы делаем более классическую, другую с использованием дополнительного света. В данном случае это у нас люстры, но запомните, всегда такие подсветки дают паразитный оттенок на кожу модели, и с ними надо быть очень осторожным. В результате мы имеем две такие фотографии. Какая нравится больше вам, вы можете оставить ответ в комментарии. Ну а мы идем дальше, чтобы не засиживаться на одном месте. На любой съемке всегда осматриваюсь вокруг и ищу все, что можно применить в кадр. На этот раз нам подвернулись ребята с доставки еды, у которых мы одолжили на несколько минут мотороллер. На данной локации у нас было очень мало времени, так как на улице начал моросить дождь. Но даже несмотря на это, я считаю, что фотографии получились просто изумительными. Так что пробуйте, экспериментируйте, рискуйте. Подошла к концу сегодняшняя съемка невесты. Я надеюсь, те советы, которые я вам дал, они помогут вам создать более красивые и более эффектные кадры. Подписываемся на наш канал, на нашу модель, ставим лайки.